Всем привет! У меня есть зритель по имени Кирилл из Москвы. И однажды он задал мне вопрос в личном сообщении: Алекс, что ты знаешь о ноже Бекер Magnum Urban Tank? Я откровенно признался ему, что не имею никакого понятия, что это за нож. И, честно говоря, вот пока Кирилл меня не спросил о нем, я, наверное, даже и не подозревал о существовании такой модели. На что Кирилл ответил мне, что вот он купил этот нож, но со временем так и не смог найти для него никакого применения. А в интернете на него нету никаких обзоров и тем более тестов. И он предложил мне выслать этот нож сюда, чтобы я показал его людям, если кто-то будет заинтересован в этом ноже, чтобы знал, в принципе, хотя бы, что это такое. Это все происходило уже довольно давно, много месяцев назад, и тогда еще даже не было никаких мыслей о хардюзе или чем-то подобном. Поэтому, когда я получил вот этого монстра, замерил толщину клинка в 3,7 мм, замерил сведение в миллиметр и больше по всей длине режущей кромки, увидел вот эту вот стальную конструкцию, я понял, что никакой тест на картоне, тест на древесине, делать просто бессмысленно. И поэтому и у меня этот нож так вот залег в долгий ящик. Но пришло время hard-use тестов, и мне кажется, с таким громким названием, как Urban Tank, то есть городской танк, и с такой вот цельнометаллической конструкцией, с таким толстенным клином, в принципе, нужно каким-то образом оправдывать свое название, так как если этот нож не выдерживает нагрузки, то по большому счету его можно сразу выбрасывать в мусор, так как держать, например, на полке где-нибудь китайский нож, это как-то не совсем подходящее обращение с каким-то обыкновенным, не самым, скажем так, качественным в обработке китайским ножом. Некоторые вещи, которые меня сразу смущают на этом ноже, это, конечно же, лайнер, который относительно тонкий, соответственно, толщине клинка, и такой довольно невнятный осевой винт. Кирилл выслал мне этот нож с таким расчетом, что то есть этот нож тут и останется. В принципе, тесты можно делать любые, и если он выживет, будет очень хорошо. Если сломается, то тоже неплохо, получим тоже определенный опыт. Нож новый, сведение топорное, но паракорд он режет без проблем. Начинаем с кабеля. С таким топорным сведением слово резать, по большому счету неприменимо к этому клинку, но так продавливанием он разделяет материал, скажем так. Дальше банка. С этой задачей он, честно говоря, справляется довольно-таки легко. Забыл сказать, сталь здесь 440. Просто 440 stainless steel.
Ну что, режущая кромка целая. В принципе, сталь не твердая. Сколов я не ожидаю. А с таким сведением и заминов тут не будет. Дальше алюминий. Очень трудно работается этим ножом, но такую мелкую стружку он снимает. Уже что-то. Повреждений на режущей кромке я не вижу. Тут еще угол заточки кардинально разный с двух сторон. С одной стороны, наверное, градусов 15, а с другой все 30. Смотрим, куда заскочил лайнер от нагрузки до самого конца. Ну, в принципе, мне кажется, это такое нормальное место, чтобы начать удары обухом и проверку замка. Мне кажется, что лайнер погнулся, но он держит. И вот это уже вызывает уважение. Ну да, все, он погнул. Мне его уже не сложить. А нет, складывается. А теперь передняя часть. Ну вот и все. К сожалению, лайнеру пришел конец. Он как-то погнулся в другую сторону, не знаю, но он абсолютно не заскакивает. Можно видеть вот здесь вот прогиб. Вот здесь вот конструкция сдалась. Ну, где наш фокус? Вот тут вот пошел прогиб, и лайнер уже, естественно, даже не достает до пятки. Вот такой вот городской танк. Ну, мне бы, конечно, хотелось бы немножко проверить кончик. Я это все-таки сделаю. Ну вот кончик. Пластилин, он и есть пластилин, конечно. Давайте попытаемся выровнять его в обратную сторону. При попытке выровнять, то, что я забивал молотком, не обращайте внимания, удары совсем не сильные, то есть он не сильно заходил в деревяху. И при такой толщине, как здесь, он не должен был ломаться. То есть Zero Tolerance, там Emerson, китайцы, Enlan, Ганзо имели примерно такую же толщину на кончике. Но Enlan может чуть потолще, но Ганзо точно. И они не ломались. Но тут при попытке выровнять клинок обратно, он уже лопнул. То есть он
Получается и не такой уж пластичный, как бы. То есть вот если он уже погнулся, то это уже все. Мне кажется, этот тест очень хорошо показывает качество 440 стали на ножах серии Magnum от фирмы Böker. Потому что ножи по большому счету довольно популярные. А каких-то тестов, какой-то информации и правда очень мало. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Давайте еще немножко глянем на нож в макро. Посмотрим на повреждения в макро. Сначала, конечно же, деформация лайнера, которая произошла. Тут сразу было видно, честно говоря, и у меня были очень серьезные подозрения насчет этого лайнера. Какой-то он уж слишком непропорционально тонкий. И это, естественно, дало о себе знать. Хотя, тем не менее, первые 5 ударов он выдержал, гнулся, но держал. И главное, чтобы клинок не сложился на пальце. И в конце наш кончик. Кончик не выдержал нагрузок на древесине и лопнул. Толщина в этом месте, если вот мерить по этому ребру жесткости, я думаю, не меньше 2 миллиметров. То есть это довольно-таки плохо, что этот кончик сломался. Можно видеть, где он застрял. На древесине, вон там вот. Вон там кончик. Сначала он так некрасиво погнулся, я напоминаю. И потом при попытке просто как бы выровнять его обратно, он лопнул. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.